Доброго времени суток. Решил записать чуть-чуть интро. Несмотря на то, что у нас почти что 400, казалось бы, мало подписчиков, да, но при этом уникальных посетителей, те, кто смотрят канал, это больше 14 тысяч за ближайшие 28 дней. И всего просмотров больше 42 тысяч за ближайшие 28 дней. Так что это достаточно немало. И что это мне говорит? Это мне говорит о том, что большое количество новых зрителей приходят, те, которые еще не знакомы с самим каналом. Приходится объяснить, что здесь можно найти, что здесь нельзя найти. Вот поэтому, если вы уже устоявшийся подписчик, вы знаете, куда пришли, то, пожалуйста, в описании там есть тайм-коды. Сразу можете тыкать на тот тайм-код, который вам подходит. Пропускайте это видео. А если вы впервые на канале, то, пожалуйста, послушайте эту информацию, потому что она может вам помочь в том, чтобы сэкономить ваше время. Допустим, вы можете прийти на канал, исходя из какого-то названия. То есть вам, допустим, понравилось какое-то видео, и вы приходите и хотите посмотреть конкретно это видео, но какие у меня ограничения есть? Вот здесь вот помещается буквально одно какое-то название. И если в видео есть 5 каких-то моментов, я должен выбрать всего лишь одно и вынести сюда. Я не снимаю инструкции. Я категорически против инструкций. Объясню почему. Потому что когда вы скачали какую-то инструкцию, то там человек, который разбирается в том, что он делает, в среде, которая не такая же, как у вас, показывает, как он добивается результата, но у него знания тоже не всегда такие же, как у вас. Поэтому для вас это часто может быть неприменимо. На чем я концентрируюсь? Я концентрируюсь на то, чтобы люди, которые хотят создавать свои IT-продукты, они нарабатывали свои навыки. И благодаря вот тому, что я показываю, это как раз преодоление сложностей, это моя жизнь, это вот будни веб-код-блогера США. Я создаю IT-продукт и даю подсматривать за моей жизнью. То есть вот это то, о чем канал. Это не инструкция, что вот вы пришли и все видео будет вот конкретно об этом. Нет, я стараюсь вот помочь таким же людям, как я, вклиниться в разработку. У меня коммерческий опыт первый был, наверное, в 2018 году, когда я первые деньги заработал, и мне заплатили за фуллстак разработку. То есть я еще помню, как это писать все руками. Да, но сейчас вот я наблюдаю научно-техническую революцию, и я работал в том числе как проект-менеджер и как автоматизатор-тестировщик, и я управлял небольшими командами разработчиков, дизайнеров, тимлида. И я сейчас наблюдаю, что с этими инструментами за час я делаю то, что команда из 4 людей делала за неделю. Даже когда мы им покупали курсор с встроенным ИИшкой, то вот достаточно все долго было, пока не появились вот такие вот технологии, как Command Line интерфейс, когда непосредственно искусственный интеллект имеет доступ к файловой системе. То есть вот это был просто прорыв, которому я не могу никак нарадоваться. Да, и вот вы, зрители, можете просто посмотреть видео моего канала, допустим, с самого начала там глянуть, как настроить окружение и как создавать ваш продукт, то это может вам помочь самостоятельно создавать продукты. Какие у нас есть плейлисты? Я создавал сайт,
То есть вы можете, ну, все. То есть многие там говорят, за 20 минут создал сайт, и все работает. Я не знаю, я, по-моему, домен, наверное, 20 минут выбирал, какое имя выбрать, потом к какому хостингу это все подключить, потом маршрутизация, потом настраивание имейла, чтобы все срабатывало, потом, чтобы автоматически заливаете код на GitHub, и чтобы он подтягивался на сайт. Но я не знаю. Ну, то есть у меня это выходит где-то как минимум 30 часов. Но учитывая то, что за 30 часов вы действительно создадите ваш веб-сайт, и все шаги показаны с ошибками, с преодолением, с тем, как я ищу, нахожу и решаю проблемы, это помогает вам получить вашу IT-насмотренность, чтобы у вас все получилось. Вот, допустим, создание сайта с нуля, 27 видео. А потом, ну, то есть создается вначале какой-то сайт, потом он улучшается, потом подключение туда платежной системы, потом мультисайт засеошенный, установка, настройка окружения, да. То есть здесь по плейлистам можете побродить и посмотреть. Что я могу сказать, что сейчас вот мы... Это серия видео, которая посвящена хакатону. Кто-то принимает участие в хакатоне, а кто-то создает сайт, который вот помогает проводить хакатон. И эта вот серия, она будет посвящена именно созданию этого сайта, как он создается, как я его создаю. А вы можете принять участие участниками или судьями, менторами, организаторами в проведении этого хакатона. То есть, что у нас есть? У нас есть разные роли. Ближайшие это вот организаторы. Кстати, да, надо будет добавить страну Индия. Вот, есть судьи, есть менторы. Вот, и есть участники. Участников можно глянуть, допустим, по прошлому хакатону. Вот победители. Вот, так что, если вас интересует принять участие в качестве какой-то из ролей, то добро пожаловать. Эта серия вот посвящена сайту по созданию сайта хакатона. И если вы вклинитесь сразу там в какие-то 30 какая-то серия, вам будет непонятно, почему там Диего ненавидит Рауля, да, поэтому если вы впервые вот увидели это видео, понравилось вам название, вам лучше все-таки перейти по ссылке и посмотреть всю мобильную разработку сначала. Вот, тогда у вас все будет полный контекст, что происходит и почему то, что происходит сейчас, это интересно и классно. Также я провожу хакатон. Ну вот да, я работаю только в том окружении, которое я показал, как настраивать. То есть вот все, что я работаю, все, что непонятно, вы просто заходите вот сюда, вот настройка окружения, и все показано по полочкам, как все настроить. Так что полная прозрачность. Так, насчет хакатона, если хотите получить опыт быстрой разработки, если вы желаете получить, может быть, грамоты участника или победителя, то вот так вот это приблизительно все выглядит. Вот такая страница участников формируется, судьи и вот такие вот дипломы. Диплом победителя здесь, в этой номинации, вот этот человек выиграл первое место, а в этой номинации выиграл третье место. PDF можно скачать, и там вот есть еще, получается, ссылка на проверку. То есть, когда человек скачивает этот диплом, это тот же? Давайте проверим. Да, тот же. Хорошо. Вот, то он перебрасывается на сайт, где можно проверить этот диплом, что это не сам человек нарисовал. Ну и QR-код тоже сюда же ведет. Вот, так что если вам, может быть, нужен или полезен будет диплом
хакера, может быть, вы выходите в инвестиции какие-то, может быть, вы личный бренд качаете или там бренд вашей компании, то вам есть смысл поучаствовать, победить. Вы просто на регистрацию заходите сюда и добавляйтесь, пожалуйста, в Discord. Там будет актуальная информация, на какой площадке будем проводить и где, как это будет. 2 судьи из США. Так что я планирую еще одного судью добавить из Magic 7, из фангов, ну, то есть там Google, Meta, Facebook, из этой фаланги. Так что я считаю, что судейство прикольное. Вот, так что добавляйтесь. Окей, вот такое вот интро, где вы, что вы, чего ожидать и чего не ожидать, чтобы, если вы впервые, вы знали, что по названию судить о содержании не надо, и что нужно смотреть именно сериал с первой серии и вот уже до конца. Окей, мы продолжаем мобильную разработку. Добро пожаловать. Доброго времени суток. Как всегда, проверил перед началом записи, насколько хороший звук. Вроде бы хороший. И там были какие-то видеозаписи, где на 40-й минуте отваливается звук. Я вроде бы уже смог починить эти моменты. Были длинные записи и дольше часа. И этот баг вроде бы я смог отловить где-то с 3-го раза. Так что спасибо за обратную связь, что был звук так себе. Вроде бы поправил этот момент. Сегодня есть смысл заняться хакатоном. Он у нас стартует через 9 дней. И необходимо дать более адекватную, понятную логику, как регистрироваться и как проходить весь процесс регистрации на этом хакатоне. Кстати, да. Давайте еще запишем. Убрать спонсора из этой edition. Вот, у нас есть такой приблизительный план, чего я хочу за сегодня, за эту сессию сделать вместе с вами. Что мы делаем? Мы запускаем из PyCharm, я уже не работаю. Кстати, Escape там начал работать, я не знаю почему. Может, до этого у меня тоже какие-то сложности были локального характера. Но сейчас все корректно работает. То есть я наговорил на терминал PyCharm, что он плохо работает и что стандартный хорошо работает. Но вроде бы это были у меня сложности. Во всяком случае, этого не наблюдаю. Я перешел в вкладку CD, и где находится наш проект, и запускаю там клауды. Я надеюсь сразу работать где-то в 5-6 терминалах, и поэтому я сразу их запускаю одновременно, чтобы сэкономить на времени создания новых агентов. Просто нажимаю вверх, вот тут вот отображается, что я нажимаю. Мы работаем из-под Windows. Сейчас, я думаю, 6 агентов мне будет достаточно. Я больше, как менеджер, не смогу удержать в своем поле внимания. У нас ограничения по... это уже сотрется там до 100, все нормально. То есть пишет, что больше 80% я уже израсходовал недельного лимита, но мы уже очень близки к тому, чтобы эти лимиты прямо сегодня, там в течение 2-3 часов обновились. Так, и мы просим прочитать вот этот вот файл. Ctrl-Shift-C. Это дает нам файл, и там уже прописано, что
необходимо прочитать до конца 4 конкретных документа. Ну и пусть они его прочитают. Наверное, одному из них я дам задание. Так. А, кстати, я буду записывать. Мне очень понравилась процедура записывать, какой у нас агент чем занимается. Онбординг. Ну, можно сказать, что это один. Онбординг. Относительные пути. Давайте скопируем Ctrl-C. Так копируется только название, а не путь. Относительные пути, а не абсолютный. Давайте запустим Handy. Я хочу, чтобы здесь были не абсолютные пути, а относительные. И я хочу, чтобы ты переименовал файл с нижними подчеркиваниями вместо пробелов. Ну и commit push merge. Так, запись вроде бы идет 5 минут, и звук вроде бы пишется, и достаточно быстренько у нас все распозналось. Как здесь сделать перенос? View. И wrap, я думаю, вот это оно. Да, перенос, чтобы не уходила строка за видимую область, а чтобы переносилась. И мне показалось, что я обнаружил, что не обязательно писать короткие обозначения. Я сейчас попытаюсь в терминал запихнуть вот такое вот длинное название, и при наведении я его вижу полностью все. То есть мне не надо как-то сокращать его. Это мне сильно удобно. И вот то, что я сегодня, инновация, это единичка, двойка, тройка, четверка, 5, чтобы я сразу видел, где какой и что он делал. Потому что по цифре еще легче. Давайте будем отбивать такими равно, как будто бы стенка такая. Второе. Давайте посмотрим, что у нас страны всех участников. Задача тривиальная и инструкция явная. Пропускаю, спорь, планирую. Отлично. Давайте мы посмотрим на сайт, что сейчас. History, July. Сейчас у нас Канада. Канада подтянулась автоматически из базы данных. Это я думал делать, это уже случилось. Соединенные Штаты, Индия. Хорошо, то есть это уже автоматически подтягивается. Так. Наверное, второе, что будет, это нет. У вот этого июльского нет спонсора. Мы еще не подписали договор. Вот, то есть они что-то там вроде бы да, вроде бы нет. Смотри, что необходимо сделать. Необходимо убрать из июльского edition, из главной ссылку на спонсоров, потому что они не подтвердили, мы с ними договор не подписали. Это актуально только для июльского. В июне у нас был этот спонсор, то есть все оставляем. Какие изменения? Получается изменения в грамоте для июля, и в том числе изменения для главной и изменения для history, там, где у нас хранятся хакатоны. Мне хочется тут Enter отбить.
Вот это у нас... Я сразу вначале запулю это, чтобы он уже думал, изучал, а уже после этого я выделю вот так вот название, и оно автоматически копируется. Это новая UI-ка от антропиков. Очень удобно. Мне понравилось. Я буду использовать при наведении. Да, я вижу длинное все название, то есть мне вполне подходит. Удобно, красиво, понятно. Так, он пошел, и баг, какой мы увидели, что я находился в изменении того, что необходимо в названии, а вставилось сразу и в название, и в текст инпута клауд-кода. Ну, терминал. Я не против, работает так, пусть так работает. Так, чуть-чуть отцентрую меня, чтобы я был более вертикален. Хорошо, вроде бы так, более вертикален. Так, и будем отмечать, что мы уже дали в задание хакатон план. И давайте хакатон уже в работе. Уже в работе. Вот сюда вот, я думаю, вот это сразу вырезаем и вставляем. И обозначаем, что это двоечка у нас. Хорошо. Страны всех участников. Давайте это проверим. Я это назову, что хакатон взят... хакатон изучаю. R&D, Research and Development. Пусть будет страны всех участников. Значит, что здесь необходимо изучить? Внутри хакатона отображаются все участники хакатона на карте. В общую карту хакатона подтягиваются новые из конкретного edition. Ну, когда короткие через Handy вообще одно удовольствие. Ну и в принципе он работает более стабильно, то есть он меня не подводил как GPT-чат, когда там бывает просто пропадает то, что я надиктовал, а диктовал долго и много. Здесь во всяком случае он все записывает, и даже если я как-то не смог вставить, то тут вот я захожу историю, и отсюда могу принудительно скопировать, если не получилась вставка. То есть пока что Handy работает лучше, я работаю с Whisper Large моделью, она работает как тяжелая через выделенную GPU видеокарту. Так, и давайте мы отделим двойной стеной энтеров то, что у нас план, и то, что у нас уже пущено в работу, и сохраним. Так, я изучаю сейчас хакатон R&D. Вначале план, я отсюда беру что-то, потом R&D, и потом уже в работе. Уже в работе. In progress. Сейчас сосредотачиваюсь. Внутренний хакатон отображает всех участников хакатона на карте. Мы заходим, и вроде бы это действительно так. То есть по нашей базе данных я видел, что судьи в основном это Канада и Индия. И давайте мы еще добавим одному из наших судей страну
страну Грузия. Игорь Харченко, страна Грузия. Давайте это как-то так скопируем. Это у нас будет третий разраб. Игорь Харченко, судья. Копируем нашу стенку. Визуальное отделение. И это у нас будет троечка. Я специально не ставлю точку, потому что это дополнительный символ. Грузия. Для этого судьи необходимо добавить страну Грузия в базу данных. Вот мы вот такое вот простое действие сделаем, но по нему мы поймем, что вообще происходит. То есть настроена ли связка, что из базы данных у нас автоматически обновляется информация в вот эту карту. И также у нас есть другая карта, которая по всем Edition. И здесь мы видим, что уже точно не обновляется. То есть Канада здесь не появилась. И эта связка не работает. Мы сразу уже, видя этот баг, мы можем сказать, что эта связка не работает, то есть участник конкретного эдишена не подтянулся в общую карту, и Канада у нас не засветилась. Поэтому это мы можем формировать как дополнительное следующее задание для этого сайта. Так, и мы делаем еще одну стенку, и это будет 4. Из базы данных данные сами втягиваются в первое карта эдишена, второе карту глобальную. Первое, необходимо проверить, карта глобальная везде ли имеет связку с единым источником правды. Если нет, то привести это к единому источнику правды. Давайте вот тут будут, к сожалению, у нас пункты. То же самое нужно сделать с картой Edition, чтобы она, с одной стороны, имела единый источник правды. После этого что мы делаем? Сделать, чтобы новые данные из базы данных winners и из базы данных участников втягивались как в карту Edition, то есть участники конкретного Edition втягиваются в карту соответствующего Edition. А по моему мнению, вроде бы эта связка работает, но ты на всякий случай проверь. И четвертое. И общая логика такая, что карта всего сайта, она включает в себя страны всех эдишенов, и она должна автоматически в себя втягивать карты всех эдишенов. Можно это делать по-разному, то есть это может быть 2 файла, и оно как-то втягивается сразу из каждой карты проекта, а можно просто, возможно, есть смысл создать какую-то отдельную карту для всех эдишенов, куда будет один раз записываться, и из нее уже будет дополняется это в карту глобальную. Вот. Я думаю, по вот этому моменту, как архитектурно лучше это сделать, он там что-нибудь предложит. Я это копирую ему. И это у нас будет 4-й разраб. Я ему сразу отправляю это в разработку. Выделяю в терминале. Оно сразу в новом интерфейсе Cloud Code сразу копируется. И я вот вставляю, и оно ловим этот баг, что вставляется и в название, и в терминал, как будто бы это мы
хотим ему что-нибудь написать. Так, значит, карту мы взяли в работу, и это у нас 4. 4. И получается здесь подпункт это 3. И, наверное, еще вот это 3-я и 4-я задача, чтобы мы понимали, к какому терминалу идти, чтобы проверять. Так, это я слишком много скопировал. Из R&D мы переносим в InProgress методом вырезать, вставить. Вот так вот, да. Так, хорошо, вставилось. Notepad++ я для этого использую. Он даже старается соблюдать вот эти вот отступы, которые импровизированно сделал. Ctrl-Z, Ctrl-Shift-Z, Ctrl-Z назад, Ctrl-Shift-Z. Это если вы неправильно откатили, то откатить откачанное. Это Ctrl-Shift-Z. Так, я думаю, что есть смысл уже принимать нашу работу, наших агентов. Допустим, первый, я думаю, уже все выполнил. Готово, задача доведена до конца, слита в main, что сделано, файл переименован. Давайте мы посмотрим, насколько у нас вообще, да, подтянулось. То есть в конце SDLC он должен origin стянуть в main, и он это сделал. Прочитай до конца и соблюдай, супер. И название у нас переименовано в нижнее подчеркивание вместо пробелов. Ну, так вроде бы лучше, удобнее, понятнее. А в принципе он и так умный, то есть с пробелами он тоже корректно работает, но это правило хорошего тона, можно так сказать. По ходу докладываю, как обязан. Транзиентный 7403 от D1 на первом push, не мой код, а неизвестная гоча параллельной нагрузки на прод D1. Прямой запрос к D1 проходил повторный пуш зеленый. Техдол никуда не делся. При пуш раз в n прогонов флейкует не по вине изменений. Если хочешь отдельным пиаром, можно добавить третий Wrangler D1 execute при rate limit в тест LB сейчас падает сразу. Тут мы уходим в изучение CI-ки, то есть что не так. Правим CI round trip флаг тесты. И второе, что у нас там? Remote ветку удалить нельзя. Да, remote ветку удалить нельзя. Да, это так. Добавь это в документацию, чтобы ты знал, что я это знаю. Все хорошо. Спасибо. Так, второе мы не фиксируем, это быстренько все сделает, но вот это мы сделаем. Получается, онбординг у нас выполнено. Фиксируем, сохраняем на всякий случай, потому что здесь это локальный файл, ему это может быть полезно. И насчет этого я скопирую и надиктую ему, что необходимо сделать. Ты знаешь, мне кажется, что CI-ку
с D1 ты чинишь не так. То есть ты добавляешь просто повторные повторы. Но мне кажется, что надо разобраться, почему сам тест падает, и написать его таким образом, чтобы он качественно проходил с первого раза. Попробуй разобраться, пожалуйста, в первопричине и как правильно построить тест. С одной стороны, чтобы он не ослаблял CI, и для того, чтобы у нас полноценно шло тестирование живой базы данных, что она действительно принимает запросы и все там срабатывает. И с другой стороны, чтобы не было ретраев, и чтобы CI-ка нам помогала в нашей деятельности, а не мешала. То есть CI-ка должна быть удобна, корректна, понятна и помогающей, а не наоборот чем-то, что блокирует и мешает. Такой вот надиктовал. Это у нас будет первый. Это уже выполнено. А что у нас второе? Я думаю, тут уже он предложил нам какой-то план по реализации. Разведка закончена. Вот план картины и план. Пара мест меня удивила, озвучивая обязанность говорить. Что я нашел, спонсор живет в 4 поверхностях, и все они привязаны к текущей редакции. Июль. Главное SRC. Индекс текущей редакции июль. Here спонсор. Плашка в... в общем, где он нашел. Июльская страница редакции. Список редакций. Уже не упоминает спонсора, а вводная фраза past edition with their participants относится к прошлым июне корректно. Правда, по сути, не требует сюрприз. Грамота июля уже без спонсора. Edition содержит только Hakon Vibe. Для июля срабатывает fallback. Спонсор undefined на июльской грамоте. Спонсора нету. By design плюс июльских грамот еще вовсе нет. Сердце только июнь. То есть из грамоты убирать нечего, но там есть скрытый косяк. Без записи в editions у июльских грамот при генерации не будет и дат. Июнь везде не трогаю. Страница редакции, запись в edition, грамоты, пункт истории спонсора там остается. Мой план. SRC индекс NJK. Убрать Hero спонсор. Секцию спонсор. CTA кнопку. Спонсор кредит, якорь. CSS сложно пишет. Ты пишешь так, как будто бы я являюсь роботом, и твой план, он ссылается на конкретные файлы, где что хранится. Это полезно давать в скобках, где что хранится, чтобы я просто понимал и видел структуру, потому что, да, иногда мне необходимо было вмешиваться в то, какой путь в URL будет, то есть это полезная информация. Но мне надо коротко и как для пятиклассника объяснять, что ты будешь делать и где это я увижу, что оно изменится, и согласовывать со мной архитектуру, какая будет логика. То есть в логике я хочу увидеть, что это будет единый источник правды, что это всерьез и надолго мы строим систему, которая будет автоматически подтягиваться из каких-то автоматических триггеров, которые у нас автоматически в любом случае мы запускаем и выполняем. То есть чтобы это мы уходили от ручной работы, и чтобы мы приходили к автоматическим моментам, и чтобы это все было покрыто тестами. Если следующий искусственный интеллект не разберется в твоем коде и решит, что ты написал лишний код, который не нужен проекту, чтобы он его не смог удалить, потому что он будет, твой код защищен тестами, которые ты накатил, чтобы никто его не смог удалить. То есть вот это вот я хочу увидеть в плане. А здесь я ему дал более конкретно, то есть что я хочу от него, и я думаю, мы перейдем пока что к более простой задаче, пока там он
думает. Теперь картина полная. Ключевые факты. Грузия нет нигде, ни в словаре, ни в одном JSON карты. Есть одна статистика редакции. Июнь уже прошла, ее судьи вне базы добавлены через manual code. Финляндия хост, Украина. Текущая редакция Hakon Vibe. Июль еще впереди. Ее карта динамическая из D1 с manual codes. Судью, не заполнившего анкету, туда не добавить в принципе. Накопительная countries JSON, карта на главной и apply объединение всех статических. То есть сейчас только 9 стран июня. Прежде чем делать, одна развилка, которую можешь решить только ты. От нее зависит весь способ реализации. Для какой редакции Игорь Харченко судья? Июнь уже прошла карта статическая или июль? Игорь Харченко, судья, июль. Почему принципиально? Если июнь, все просто, добавляю. Если июль, сложнее, и это вскрывает архитектурный пробел. Динамический endpoint жестко зашит в manual codes, поэтому судью вне базы текущая карта показать не может. Вообще тут нужно решение либо завести перредакционный источник ручных добивок, который читает динамический endpoint, например, Hakon White, Slack, Manual, JSON, либо иное, добавить Игоря в D1 как участника, но он судья, не участник, это искажает данные. В любом случае, как минимум, G придется добавить в словарь. Без этого Грузия не появится нигде, даже ручная добивка требует code name. Уточни, пожалуйста, какая-то редакция. Хорошо. Ну и пока мы помним, о чем тут был второй кодер, то тогда вернемся к нему. Понял, объясню. Просто по-человечески покажу, какую систему предлагаю построить всерьез и надолго. Главная идея: один рубильник на редакцию. Сейчас спонсор прописан руками в 3 разных местах отдельно: на главной, на странице редакции и в грамоте. Это плохо. Чтобы убрать спонсора, надо не забыть про каждое место, и в следующем месте подпишем нового. Задача 2 у нас разрастается, и получается сюда в задачу 2 я тогда должен буду включать еще и синхронизацию главной с конкретным эдишеном. Роль автодобавления страны в хакатон. Это, по-моему, уже мы сделали. Я тут дважды записал. Ну да, в разное время надиктовывал. Это мы уже делаем в 4. Так, видеоинструкцию, главная вертикальная линия с шагами, которые нужно сделать, таймер в шапке, реферальная ссылка. И давайте, здесь этого, оказывается, нету, но это важно. Или это под двоечкой, да? Мы вписываем, потому что это задача, которая уже там начнет выполняться. Мы здесь записываем, что edition равно главное. Но разница только в карте. На главной карта все страны.
Это мы прописываем как вот дополнительное наше задание в двоечку, что это тоже нельзя реализовать без того, что он уже делает, и он уже цепляет эти моменты, и надо надиктовать. Я тебе пока что еще надиктую то, что я увидел. Я еще не до конца дочитал то, что ты написал. Мне надо будет это еще дочитать, и я буду дочитывать и донадиктовывать тебе еще информацию. Что я сейчас хочу сказать, что я хочу, чтобы у нас наш edition текущий, чтобы он был тоже единым источником правды, и чтобы он еще и дублировался на главную. Причем сейчас нам необходимо сделать сборную солянку из того, что есть. То есть, что мне нравится на главной. На главной есть критерии оценивания. На главной есть общая карта. На главной мы сохраняем общую карту и сохраняем Hack on Vibe Around the World надпись, то есть это там сохраняется. Давайте буду так по чуть-чуть надиктовывать. Сейчас буду продолжать надиктовывать. Мне нравится, что здесь есть обратный отсчет. Я бы его вообще добавил как в случае, если человек смотрит с десктопа, то я бы хотел этот таймер обратного отсчета рядом на том же уровне с Discord и логин и registration, и чтобы они были в хедере. Все остальные моменты, концепт, schedule, rules, критерия и history я бы скрыл под бургером, как будто бы это мобильная верстка. И пусть это будет в бургер-меню. Давайте ему тоже это... А что, не надиктовалось, да? Что мне нравится на главной? На главной мне нравится главная карта, которая отображает все страны, и Hack on Vibe Around the World там правильно отображено. То есть на главной, если человек на главную заходит, то эта карта там именно должна отображаться. А если заходит через History определенный Edition, то показываются участники конкретного Edition. И я хочу оставить здесь правила проведения, правила участия. И вот этот обратный счетчик 9 дней, там 5 часов я хочу в хедер, и в хедере я хочу, чтобы это было на уровне с Дискордом и с логин-регистрацией. И я хочу, чтобы было скрыто под бургер-меню концепт, schedule, rules, критерия и history. Вот сейчас уже стараюсь как-то... Что он уже вставил, но я мышкой был не здесь, поэтому я вручную зашел, скопирую и посмотрю, что там дальше еще надиктовать ему.
И таймлайн я хочу сделать вертикальная линия с такими вот кругляшками, и влево и вправо уходят какие-то пояснения от нее, и чтобы это тоже было как-то респонсивно. То есть вот таймлайн я хочу таким блоком сверху вниз. Вверху самое первое действие, а чем ниже, тем далее более последующие действия. Последующие действия. Так, judging критерия тоже там устарел. А насчет judging критерия, то здесь устаревшие критерии мы меняем на те критерии, по которым у нас выдаются наши грамоты, то есть это 2 трека. То есть мы меняем, что у нас вот есть 2 трека, причем пишем о том, что за бизнес трек мы даем $100, которые распределяются $50, 30 и 20 между первым, вторым, третьим местом. И за World Impact у нас только грамоты, а за бизнес у нас и грамоты, еще и деньги. Да, в общем, такие вот правки. Исходя из этого, я сейчас буду читать дальше, что ты там написал из плана. Так, давайте запишем, потому что нам это надо тестировать потом. То есть мы ему даем таймлайн линий. Я думаю, нормально. Давайте сохраним. И пойдем в... А теперь я жду твои вопросы. То есть, есть ли у тебя какие-то вопросы по архитектуре, которые нужно со мной согласовать перед тем, как ты согласуешь со мной новый план? Или все понятно? Его пускаем в работу и переключаемся пока на третьего нашего разработчика. Вся картина полная, ключевые находки, июльская папка статистики нет, отсутствует карта июля целиком, динамическая из D1, динамический endpoint, жестко зашит на manual codes, именно это дает добавить судью вне базы, тесты сторожа, важная засада, которую нашел. Я еще прочитал не все, что ты написал, но сама логика архитектуры, как сейчас построена, это неправильно. То есть это дает добавить судью вне базы. Это хорошо, да, то есть такие случаи бывают, когда там, допустим, вручную кого-то или участника, или судью необходимо добавить, но и участники, и судьи, и организаторы, и менторы, они все, когда указывают свою страну, они автоматически должны попадать в нашу логику карт. Это должно происходить автоматически, то есть не вручную. Так, давайте читать дальше. План, суть ввести перередакционные ручные добивки, которых нет в анкете для динамической карты, и добавить в них Грузию для июля. Ручные добивки. Но это точно не то, что я хочу. Да, я не одобряю твой план по ручным добивкам. Все должно происходить автоматически, потому что когда добавляешь вручную, постоянно что-то забываешь. Это все должно быть защищено проверками, тестами, чтобы никто не удалил. Вот ты накатишь какой-то код, потом кто-то подумает, что это не нужно, и его уберет. То когда эту автоматику, которую ты создал, будут убивать, то она должна возмутиться вспыхнувшим красным тестом.
Так, что у нас здесь по первому? Разобрался. Вот первая причина с цифрами без гаданий. Корень проблемы не D1 флейкует, а конкретный механизм. NPM-тест. Ну, видите, хорошо, что опять мы отказались от того, что он предлагал, потому что он предлагал явную дичь. И мы задали ему правильные вопросы и направление мысли, чтобы он не просто добавил количество попыток проведения теста, что 2 не срабатывает, поэтому надо 3 раза пробовать. Флейкует, ну, то есть обманывал, опять обманывал. Мы ему сказали, как правильно надо делать. Тест файлы параллельно, конкуренции число ядер на этой машине это 32 ядра, до 32 файлов одновременно, всего 69 тест файлов, из них 14 бьют по реальным prod 1. Каждый, на каждый SQL спавнит отдельный процесс, свой runtime, AOS, worker на запрос. Итог в пике десяток параллельных в Wrangler Exe. Дубасят один аккаунт Cloudflare D1 по HTTP одновременно. Отсюда ровно те два симптома, что мы ловим. API error, account level rate limit при бусте параллельных запросов. То, что упало у нас на первом push. Статус check buffer overrun, краш нативного Wrangler Worker на Windows от конкуренции при массовом спавне. Задокументирован в FNCI номер 7. Ты прав про ретрай. Сейчас 13 из 14 файлов уже прячут флейк ретраями. Единственный без ретраев, именно он и упал. То есть текущее решение это лоскутные ретраи, размазанные по файлам, а корень стада параллельных процессов никуда не делся. Ретрай еще и дорогой, каждый ложный фейл, минута на повторный тест all. Как построить правильно без ретраев, без ослабления CI? Причина параллелизм между файлами, а не сам код теста, значит лечим причину. Сериализовать только D1 подход, разбить NPM-тест на 2 прохода, быстрый параллельный 55 не D1 файлов, как сейчас, отдельный сериал проход для 14 D1 файлов, тест concurrency 1, тогда в любой момент к prod D1 идет ровно один Wrangler, нет бурста, нет 7403, нет краша, живое тестирование базы данных сохраняется на 100%, ничего не мокается, просто по очереди. Один общий помощник, тест D1 MGS с единственным runtime SQL, четкая классификация ошибок, нет сети логина versus rate limit versus crash. Без цикла ретраев 14 файлов импортирует его вместо копипасты. Выпилить ретраи из всех 14 после сериализации, они не нужны и противоречат твоей цели. Смотри, я еще до конца не дочитал. С первым и со вторым пунктом я с тобой согласен, что мы делаем именно так, но если мы уже последовательно будем запускать серверные тесты, я бы за то, чтобы мы оставили там попытки и сказали, что делается до 5 попыток, чтобы сработало то, что должно сработать. То есть запускается не все, а конкретное одно, и если это одно конкретное не сработало, то это конкретное одно должно попытаться до 5 попыток, а если уже 5 раз не сработало, то все ошибки, которые накопились за этих 5 попыток, они уже, ну, то есть, нет, каждая ошибка, она должна попадать в лог, да, ошибок, но мы пытаемся каждый запрос к базе данных делать до 5 раз, чтобы не прогонять заново все тесты, потому что это как раз не противоречит моей цели, а именно полностью соответствует моим целям. Я просто хотел разобраться и сделать все, чтобы общая цель — это чтобы CI-ка действительно работала, и чтобы она помогала, чтобы ее не хотелось пропустить, а чтобы
хотел ждать ее результатов, чтобы она подсказала, что нужно доделать, чтобы все работало хорошо. Вот так вот должно происходить. Кстати, там, где у нас Project Design, и там, где у нас контракт с клауда, запиши вот эту вот философию CI, как ее нужно строить и как, исходя из этой философии, практической философии, как мне нужно предлагать какие-то изменения к CI. То есть измени вот эти вот документы у нас. Так, я нажму в начале, чтобы он распарсил мой звук до текста. Посмотрю, что все корректно. Самоподдерживающееся разбиение. Так, отправляю. Самоподдерживающееся разбиение. Маленький скрипт run test MJS определяет D1 файлы по marker remote в содержимом. Это удовлетворяет всем твоим требованиям? Нет, не удовлетворяет. Я надиктовал почему. Одна развилка, где нужен твой выбор, спрашиваю текстом без спикера. Спасибо. Есть и золотой вариант переписать run remote с спауна Wrangler на прямой fetch к D1 REST API. Это вообще убивает класс нативных крашей, нет подпроцесса, дает формальный HTTP код и раз в 10 быстрее, но ему нужен Cloudflare API токен со scope D1. Сейчас тесты ходят через OS Wrangler, у которого я проверил D1 scope, в токене вообще не светится, работает по другому пути. Токен надо завести тебе в секретах. Это выделим. Спасибо, что ты это предложил. Скажи мне, пожалуйста, то есть это выполняет наши цели по тестированию, то есть это не какой-то обходной путь, где мы перестаем тестировать. Это все тоже тестирование, что база данных принимает именно те запросы, которые посылаются, и то есть стабильность не нарушена, а тесты будут хорошо тестировать то, что фактически делается через веб-сайт. То есть вот пользователь зашел через веб-сайт, и он заполнил там какие-то данные, нажал кнопку «Отправить». Через какой механизм лучше всего это тестировать? Через Wrangler или через Run Remote? Давай подумаем именно, что тестирует тот же самый путь, что и через веб-сайт. Так, пока небольшая пауза. Надеюсь, было полезно, интересно, познавательно. Для меня какие-то моменты были тоже интересными, когда я читаю вот так вот, что делает Cloud Code прямо в терминале, что удаляет, что пишет, как мы общаемся. Это повышает мою IT-насмотренность. Я надеюсь, что это повышает вашу IT-насмотренность, и вы будете создавать более качественные свои IT-продукты. Так что я желаю вам финансового благополучия, создавайте проекты-миллиардники в долларах, пусть у вас все получается, и спасибо за лайки, подписки, и спасибо, что смотрите. Надеюсь, полезно.